Здравствуйте, товарищи! Сегодня 24 июля 2026 года. Пятница. Местное время в городе Семей, Республики Казахстан, 19 часов 30 минут. Данный видеоролик мне поручено записать. Меня готовили к записи этого видеоролика более суток. Подготовка проходила очень тяжело, чрезвычайно тяжело. Но я все сумел понять, и мне скомандовали: все, на старт, внимание, марш. И вот я для вас записываю новый очередной видеоролик. Когда наступит момент истины, то есть, когда Бог явит людям нового Мессию, Машиаха, Майтрею, имама Махди, Калки Аватара, второе пришествие Иисуса Христа, нового будущего правителя мира, грядущего царя России и так далее. Все титулы относятся к одному человеку. Это я. И в чем главная фишка вот этого момента истины? Когда он наступит, не столько важно, что в это время произойдет. В чем главная фишка вот этого момента истины, когда Бог явит людям меня. То, что я являюсь именно этим человеком, которого несколько тысяч лет ждут самые разные люди, не все, конечно, очень многие ждут, в разных религиях, в разных народах. Предания записаны, пророчества, предсказания. Все это обо мне. То, что это я, нет никакого сомнения, мне это уже подтвердили многократно и так далее. Мне подтвердили уже четко, ясно, что я полностью готов к тому, чтобы стать юридическим царем России. В этом уже нет никаких сомнений. Вы можете сомневаться сколько вам угодно, ни у меня, ни у моих учителей и кураторов высших сил. Никаких сомнений нету. Я готов к исполнению всего, что мне будет поручено. Теперь два вопроса. Самые интересные. Я надеюсь, что эти вопросы интересны будут именно для вас. Для тех, кто ждет Машиаха, Майтрею, Калки Аватара, имама Махди, второе пришествие Иисуса Христа, грядущего царя. Вот всем людям, кто ждет этого человека и не видит его, но ждет и верит, что вот он вот-вот появится. Вот для этих людей, я надеюсь, этот видеоролик будет интересен. Но этот видеоролик интересен будет не столько сейчас, вот сегодня прям, а он будет очень интересен тогда, когда наступит этот самый момент истины. К сожалению, не могу сказать дату. Не могу. Есть надежды у меня, есть предположения, но мне свыше дату не называют. Никаких признаков, никаких намеков на какую-то конкретную дату, когда меня Бог приведет к юридической царской власти в России. Подготовка к этому видеоролику была очень тяжелой, в первую очередь потому, что мне объясняли, в чем главная фишка, в чем главная суть вот этого акта явления людям Мессии и грядущего царя. Машиаха, Майтрея и так далее. В чем главное, в чем самое главное? И здесь, как оказалось, дата явления
является второстепенным фактором. Это второстепенный фактор. Главное содержание, главное антураж, главное декорации, главная атмосфера, в которой произойдет это явление Мессии людям. Вот что главное. И вот после того, когда меня подготовили полностью, окончательно, все, со мною фактически вся главная работа проделана. Да, там что-то доделают, что-то подсказывают там, и так далее, но это уже мелочи. В настоящее время Бог занят подготовкой аудитории. Аудитория к этому моменту истины должна быть подготовлена идеальным образом. Идеальным. Что должно произойти в тот момент и после этого момента в течение какого-то времени, когда Бог явит людям истинного Мессию, грядущего царя, истинного имама Махди, Машиаха, второе пришествие Иисуса Христа, нового будущего правителя мира и так далее. Что должно произойти? К чему должна быть подготовлена аудитория? Там много параметров, как должна быть подготовлена аудитория. Аудитория, то есть это все те люди, которые ждут вот этого посланника небес. Все люди. Во всех странах, во всех государствах. Обо мне знают только русскоговорящие люди. Вот те русскоговорящие люди, которые ждут грядущего царя в России, Мессию, кто ждет в России имама Махди, кто ждет Майтрею в России, значит, кто ждет грядущего царя, кто ждет Иисуса Христа, второе пришествие. Вот эти русскоговорящие люди, в подавляющем большинстве все обо мне знают уже. Хотя бы слышали. Кто-то там со мной борется. Вот. Обо мне прекрасно знают все сотрудники Федеральной службы безопасности, которые в этой теме, то есть в теме борьбы с грядущим царем. ФСБ очень жестко нацелено на то, чтобы не допустить к власти никакого грядущего царя. Дай бог, если я ошибаюсь, во всяком случае, на сегодняшний день, то, как я общаюсь с троллями ФСБ, у меня не остается никаких сомнений в том, что ФСБ именно желает уничтожения этого царя, уничтожения, чтобы он не пришел к власти. Ну да ладно, это уже дело 10, это не имеет значения к теме данного видеоролика. Итак, па-бам. Главная фишка вот этого феномена — явление людям нового Мессии. Что задумал Бог? Мне было объяснено это очень наглядно, очень понятно. Объяснения происходили в очень тяжелой обстановке. Я с трудом понимал, но все понял. И мне поручено об этом рассказать. Повторяю, дата явления Мессии людям является второстепенным фактором. Бог может ждать еще сколько угодно, до тех пор, пока аудитория полностью не созреет и полностью не будет подготовлена. По каким параметрам готовится аудитория? То есть те люди, которые ждут. Что должно созреть в этой аудитории? Ну, и теперь па-бам-парам-парам. Фанфары звучат. Итак, аудитория должна пребывать в полном разочаровании
в отчаянии и в понимании того факта, что они никак не могут увидеть нового царя. Где он? Они его не видят. Они ждут, аудитория ждет. Уже все, значит, все сроки прошли. Иудеи там уже, наверное, одежду праздничную начали снимать некоторые. Потому что они уже одевали праздничные одежды и ждали, вот он, Машиах сейчас у них появится. Машиаха нету и нету. А у них поверье, значит, такое есть, что у иудеев, что нужно перед приходом Машиаха одеть праздничные одежды и ждать его в праздничной одежде, потому что он может явиться с минуты на минуту, вот с минуты на минуту. А уже год за годом идет, а Машиаха все нет. Так вот, где он, как он? Аудитория должна быть разогрета. Это как в концерте, на большом шоу-представлении, когда аудиторию разогревают артисты. Одни, значит, артисты на разогреве, другие артисты, значит, там самые главные фигуры в этом шоу и так далее. Так вот, идет разогрев аудитории. Люди не видят царя. А я вот он, на виду. На виду. Меня назначили мессией. Ну, будем точно формулировать, кем меня назначили. 3 июля 2017 года мне был присвоен статус учителя для всех людей. То есть, для всех людей без исключения на всей земле. То есть, я мессия, Машиах, Майтрея, имам Махди и так далее. 22 сентября 2017 года я был назначен на должность самодержца Всероссийского, то есть грядущий белый царь. Ну и учитывая, что я учитель для всех людей, я будущий правитель мира. А когда в 2020 году осенью произошло мое ментально-духовное распятие, когда умер ментально-духовно и начал умирать физически, когда меня Бог оживил, произошел акт воскрешения нового Мессии. То есть повторился сюжет, тот же самый сюжет, который был 2000 лет назад, когда иудеи распяли Иисуса Христа. А теперь русский мир, не только россияне, вообще представители русского мира из разных республик, кто ждал, значит, вот грядущего царя, они меня распяли, а Бог меня оживил. Таким образом, повторился сюжет. Иисус Христос явился во второй раз. Все доказательства есть. Далее все прочее. И вот я все эти годы у вас на глазах. У меня веб-сайты. У меня каналы на Ютубе по нескольку каналов. У меня каналы на Дзене, аккаунты в Одноклассниках, ВКонтакте, других разных, где я только не был, форумы и все прочее. Я в интернете. Я вел активную работу в интернете. У меня записки о мироздании. У меня послания Бога людям. У меня качественно новая система, общественно-государственная политическая система. То есть система устройства государства и общества. Качественно новая. У меня описание устройства жизни на Земле, устройство жизни в космосе. У меня описание устройства матрицы, с помощью которой Бог управляет людьми на Земле. У меня описание методики наблюдения за результатами работы программ матрицы. У меня полное вооружение, полный ассортимент всего того, что должен иметь новый Мессия. Все есть, но меня не видят. Меня не видят ни простые люди, ни элита. А вот теперь самое главное, фишка. В чем фишка? Меня не видят
священники, служители Бога, которые с Богом напрямую общаются. Меня не видят монахи, которые молятся Богу там туда-сюда, с Богом общаются, которые говорят, что они царя видели, встречались с ним, разговаривали. Меня не видят шаманы, меня не видят экстрасенсы, меня не видят маги, меня не видят предсказатели, ясновидцы разные, прозорливые старцы, святые отцы во всех религиях. Никто меня не видит. Меня не видят ни иудейские, там эти все прочие, ни буддистские, ни исламские, ни христианские, ни просто такие свободные эзотерики разные. Меня не видят. Они меня не узнают. Лицо не такое. Речь не такая. Зубы не слишком ровные. Борода не слишком красивая. Возраст староватый. Умишкам слабоватый. Не такой. Такого царя Бог не может дать. Такого мессию Бог не может послать, и меня никто не узнает. Никто. Меня никто не узнает. Экстрасенсам не помогают их экстрасенсорные способности. Магам не помогают их магические способности. Священников не помогает Бог. Бог священникам не помогает увидеть Мессию, грядущего царя. Где это видно? Предсказатели и гадатели, которые каждый день напрямую общаются, кто с Богом общается, там, кто, значит, с абсолютом, кто с космической базой данных, кто там в поток входит в информационный, ну кто где. В общем, короче, все рассказывают про царя, все рассказывают про Мессию, про Машиаха, про Майтрею, каким он будет, что будет и так далее, но меня не видят, а я вот он перед вами. Я веду активный образ жизни в интернете, я активно работаю в интернете. В русскоязычном интернете все, кто ждет царя, или кто знаком с этой темой царской, меня уже видели, меня уже слышали, и никто не узнал. Самое главное, простые люди обращаются к гадателям, предсказателям, к магам, к экстрасенсам, к шаманам, к священникам, к монахам. Они обращаются, ну вы же с Богом там, ну вы же там в тех мирах, там свои люди, с высшими силами там общаетесь, с Богом там, у Бога во дворе постоянно там ошиваетесь. Ну, что там, пресс-конференцию Бог что для вас не проводил, что ли? Ну, давайте, гадатели, гадайте на картах, гадайте на кофейной гуще, просят, умоляют. Те гадают и не видят, гадают, что-то там молотят, что-то там рассказывают, каждый свое. Один одно рассказывает, другой другое, третий третье. Кто-то там рисует какие-то изображения Бога, портреты его, но все там рисует этого Мессии, царя, все рисуют, все рассказывают. Узнать не могут меня. А я царь, я Мессия, я истинный. Фишка в том, что когда меня Бог явит, вот эти все люди, которые меня видели и не узнавали, потерпят жесточайшее поражение. Это будет жесточайший удар Бога по всем носителям всех прежних мировоззрений. Вот сколько мировоззрений сейчас на Земле есть. Бог одновременно все эти мировоззрения одним ударом так, и нету этих мировоззрений. Все, нету великих шаманов, нету великих магов, нету великих эзотериков, гадателей, предсказателей, нету великих священников, нету великих святых, прозорливых и всех прочих. Никого нету, потому что все хвастались, что они с Богом там. Вась-вась, шу-шу-шу-шу, шушукаются с Богом. Бог там им что-то рассказывает, одним одного, все. Бог одним ударом всем голову сносит, всем, кто ждал царя, всем, кто что про царя, про Мессию там рассказывал, всем головы отрубает одним махом. Бабах, и нету. Вы поняли, в чем фишка? Я перед глазами у вас, у всех, и вы меня не видите.
Не видите, не узнаете, вы меня гоните, оскорбляете, унижаете. Не видите вы меня, никто не видит. Никто не видит. И тут Бог являет меня людям. И совершенно не имеет значения, стану я юридическим царем или не стану. Я Мессия. И это самое главное. И когда люди узнают, что я Мессия, и я столько лет был на глазах у тех, кто его ждал, и они его не видели, все эти маги, экстрасенсы, гадатели, предсказатели, монахи, священники, все будут дисквалифицированы на всю оставшуюся жизнь, во всех оставшихся поколениях. Люди будут рассказывать детям: ни в коем случае не связывайтесь со священниками, с монахами, с экстрасенсами, с магами, гадателями, предсказателями, потому что они ничего не знают, ничего не понимают. Это тупые, безмозглые биороботы, которыми управляет матрица. Вот так Бог обставит мое явление перед людьми. И совершенно не важно, когда это произойдет. Произойдет ли это через месяц, или через год, через 10 лет, или после моей смерти произойдет это. Но эффект будет именно таким. И чем дольше вся вот эта шатия-братья не будет меня узнавать, тем более колоссальным ударом по ним, вот по этим всем предсказателям, гадателям и экстрасенсам, будет удар явления Мессии и Царя людям. И это замыслил Бог изначально, давно. До того, как была создана земля. Этот замысел был изначальный. Мне об этом не рассказывали, чтобы я раньше времени языком бы не болтал, и чтобы я активно бы тренировался, тренировал бы свою мыслительную систему, как и положено всем тахионам на Земле. Я точно такой же тахион, как и вы. Просто как-то так сложилось, что что-то у меня там лучше получилось, и Бог меня выбрал на эту должность. Вот и все. И вот так это будет. Момент истины. Когда люди увидят меня, Мессию, грядущего царя, нового будущего правителя мира, имама Махди, Майтрею, Калки Аватара, Машиаха, второе пришествие Иисуса Христа, грядущего царя. Когда люди меня увидят, они поймут, что все вот эти гадатели, предсказатели, экстрасенсы, священники, монахи, кто их там еще, шаманы, волхвы, и так далее. Все они совершенно неразумные люди. Это просто биороботы, которыми управляет матрица на все 100%. И матрица им просто не включала мое узнавание. Матрица умышленно все это генерировала, чтобы они не узнавали бы меня. Чтобы они врали людям, лгали людям и так далее, и так далее, и так далее. Вот такая участь приготовлена мне, вот такая участь приготовлена всем людям на земле, и вот такая участь приготовлена всем носителям всех старых мировоззрений. В первую очередь, это ужасающая участь приготовлена всем священникам, всем монахам, всем прозорливым старцам, всем святым религиозным, всем магам, всем экстрасенсам, всем гадателям, предсказателям, шаманам и всей прочей вот этой шатии братьи. Вот таким будет момент истины, о котором мне вчера и сегодня рассказывали высшие силы.
рассказывали, объясняли и поручили мне об этом рассказать вам. Вот так, ребята. А Россию Бог продолжит наклонять еще дальше, и еще ниже. Россия – главный объект воздействия. Останавливаю запись.